Меня зовут Антон. Мой мир — это огонь и металл. После ядерной катастрофы биржевой индекс тетрабората натрия побил все рекорды. Мир рушился, и люди теряли рассудок. Новая опасность. Граждане, запасайтесь гречкой, туалетной бумагой и бурой. Мы не понимаем, что происходит. Люди начали убивать за копеечный химический реагент. Трудно было понять, кто же свихнулся больше, я или они. Всем привет! С вами канал Кузница Воланда, меня зовут Антон, его по-прежнему зовут Аскель, и сегодня мы будем делать с вами так давно ожидаемый меч. Внимание! Уровень радиации растет, все системы активированы, всему персоналу сохранять спокойствие, убежище загерметизировано на 200 лет. Упс, походу планы меняются, и сегодня мы будем готовиться к одному из вариантов постапокалипсиса. О, я знаю, что мы будем делать, но сначала надо пойти на склад и раздать всем сотрудникам пип-боя. Пойдем. О, Антон. Кстати, у меня две новости и один вопрос. Я вот заметил, что на складе еда закончилась, а на тебе форма не сходится. Ты не хочешь ничего мне рассказать? Нет, давай работать. Готово. Твоя очередь. Ты, мне кажется, там не цифры пишешь. Цифры, это просто римские. Так что, у тебя есть план? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целая гора планов! Ну, все понятно. Значит, сегодня мы с вами будем делать копье из игры Fallout 2. Но для того, чтобы сделать его и выжить в условиях постапокалипсиса, для начала нужно раздобыть пропитание и медикаменты. А у меня есть как раз и пропитание, и медикаменты. Что? Что? Это отличный энергетический батончик в жидком виде, плюс обеззараживатель ран. Аскель, почему все, что ты добываешь, либо горит, либо взрывается? Но спросить я хотел не это. Ты не в курсе, что это за детские крики за стеной? Там же никого не должно быть. Это меня пугает. Это НЗ. Почему копье? Потому что впереди у нас огромные радиоактивные пустоши, где много зомби, мутантов, родельфов и прочих опасностей, подстерегающих настоящего выживальщика в постапокалиптическом мире. Так сложно будет в этом новом и хищном мире добыть самый ценный ресурс. Буру, конечно же. И с чем же еще отправляться в дальнее путешествие за бурой, как не с копьем? Копье решает. Оно позволяет бить на дистанции. Оно позволяет не запачкаться в брызгах крови и радиоактивного чего-то там, обычно зеленого, как мы это знаем по источникам. Копье рулит. Это знали еще наши далекие предки, а они, как известно, не дураки были. Нет, мы не про «не к ночи будут помянутых», протоариев, а про первых пещерных людей.
которые уже тогда догадались, что копье – это очень убедительный довод, как на войне, так и на охоте. И изготавливали его из всего, начиная от тупо заостренной палки с обожженным концом, до копий с кремниевыми, потом медными, бронзовыми и, наконец, стальными наконечниками. В конце концов, копье – это просто красиво. Что отлично иллюстрировали наши восточные товарищи, еще не носившие под мышкой цитатник Мао, но уже привязывавшие к своим копьям всяческие ленточки, тряпочки и ветребенки для антуражу и свиста при взмахе, а также для сбора жидкостей, стекающих с наконечника копья. Так и индейцы, о которых вообще разговор особый. Начнем с того, что именно копья племени черноногих, создатели нежно нами любимого Fallout'а, взяли за основу того копья, которое мы как настоящие избранные создаем сегодня. Продолжим тем, что частенько количество перьев, веревочек, вампумов, камушков и чего-то там еще на индейском копье покрывало его более чем полностью, потому что это красиво. Изолента – это тоже красиво. Даже не пробуйте спорить. И закончим тем, что с данным копьем мы планируем покорить лежащий за воротами нашего хорошо укрепленного убежища, в смысле цеха, постапокалиптический мир. Мы планируем, как и любой уважающий себя избранный, дойти до первого годного дробовика. А потом начнется совсем другая история. В качестве материала для нашей вундервафли мы выбрали рессору. Но есть одна проблема. Наш уголь не дает достаточно жара без дополнительного поддува. И поэтому нам понадобится какая-нибудь динамо-машина. Смотри, что нашел. Я даже не хочу знать, откуда ты его взял. Антон, чего-то не хватает. Жара, например. Ну что ж, мы отковали предварительную форму нашего будущего лезвия копья. Теперь нам предстоит разметиться и вырубить зубилом будущие шипы, которые идут здесь по обуху.
Всем защитникам убежища собраться в комнате хранения оружия для получения оружия. Мутанты прорвались в убежище в районе склада. Смотри, Аскель, недели не прошло. Во что уже люди превратились? Да тут рядом ночной клуб был. Спирт положи! Ну что, в расход его? Нет. Труд сделает из него человека. Ну что, лезвие почти готово. Осталось сделать переходную муфту, которая соединит наконечник с нашим будущим древком, которой я сейчас и займусь. Ну, а с наконечником еще много-много работы напильником. Че стоишь? Твоя очередь. Тяжело жить людям в пустошах без высоких технологий. Ладно, соберем этот гриндер позже. Для того, чтобы заточить наше копье, нам понадобится кремень и навык слесарной обработки.
Ты что, дурной? Иди на складе возьми. Что ты там так долго? Ну я старался. Антон, мы довольны? Да, мы довольны. Когда-то давным-давно, когда люди еще не жили в убежищах и по улице можно было свободно ходить, один выживший рассказал мне историю, что с помощью пары аккумуляторов можно создать сварочный аппарат. И сегодня с Аскелем нам очень повезло. Мы налутали как раз пару аккумуляторов и пару лишних проводов. У нас оставался держак от электросварки, и сейчас мы попробуем. А что это, Антон? Это технологии более развитой, забытой цивилизации.
Так, муфта у нас готова, клинок готов. Аскель, а что у нас с древком? Вот труба водопроводная, кажется, полипропиленовая. А где ты ее взял? Там, где я взял, уже больше нету, но зато есть офигенная большая лужа. Класс. Ладно, давай монтируем. Что он с тобой сделал? Пробовали разные химикаты. Делал новые дырки. Заставлял слушать громкую музыку. В общем, пытались сделать из меня то, чем я не являюсь. Как и мои родители. Всем спасибо за просмотр. Мы получили много удовольствия от тестов. Копье показало себя отлично. Надеюсь, вам тоже все понравилось. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А также, если хотите, приобретать наши изделия у нас в магазине. Но несмотря на акцию устрашения в виде тестов, звуки снаружи так и не прекратились. Придется сделать еще одну вылазку, Аскель. Пора зачистить эту местность. Сделанное тобой великолепно, невообразимо. Я так горд твоими свершениями. Люди убежища никогда не смогут тебя отблагодарить за спасение их жизни.
знает, может быть, это было даже спасение всего человечества. Это даже несколько затрудняет дело. Все захотят поговорить с тобой. Каждый подросток захочет быть похожим на тебя, станет подражать тебе. И что тогда? Они захотят уйти. Что случится с убежищем, если мы потеряем новое поколение? Что если это единственное безопасное место в мире? Я не могу рисковать снова потерять все эти молодые жизни.